Приветствую всех! Продолжаем вязание машинки молнии Маквина. Итак, сейчас мы будем делать перегородочки вот здесь на боковых окошках. Для этого берем ниточку, это мин черного цвета, складываем в 2 нити, крючок номер 1, набираем 9 воздушных петель. Один, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И со второй петелечки 8 столбиков без накида. 1, 2, 7, 8. Закрепляем ниточку и отрезаем. Вот такая будет перегородочка. Вот. Теперь берем красную ниточку, это мин. Вот. И посерединке вяжем просто соединительные столбики. То есть вот сюда прикрепляем ниточку. Сейчас посередине. Вот так. И вот здесь по центру просто соединительные столбики. Вот так, 1, 2, 3, 4, 5. Вот, чтобы посерединке было. 5, 6, 7 и 8. Вот такая деталь должна получиться. И теперь точно так же закрепляем ниточку, отрезаем. Вот такая перегородочка получилась. И ее теперь необходимо пришить вот так. Сейчас скажу, сколько сантиметров отступить. То есть вот от внутреннего уголка отступаем 3 сантиметра и укладываем вот так, чтобы хорошо полностью пришить. То есть тут получается 3 сантиметра до красной вот этой ниточки. Вот так. Ну а вверху будет 5 сантиметров.
То есть вот так вот наискосок. И соответственно точно так же сделаем вот здесь, когда вторую свяжем такую, делаем точно так же здесь и пришиваем иголочкой. Вот эти ниточки я прячу наизнанку и там их закрепляю. То есть сейчас заправляем красную ниточку в иглу и просто пришиваем. Вот. 3 сантиметра вот отсюда по низу и 5 сантиметров по верху под наклоном. У вас может немножко поменяться, это плюс-минус, то есть в зависимости от плотности вязания, как вы здесь обвязывали. Вот. Главное, чтобы здесь была побольше часть, ну здесь поменьше. Вот я прикрепила иголочками. Сейчас, чтобы тут виднее было вам. Вот прикрепила иголочками, где будет находиться. И теперь просто пришиваю насквозь. Вот так вот. Не сильно затягивая. Ну, вернее, вообще не затягивая, просто пришиваю. По центру цепочки. Вот так. Это убираем. И вот эту тоже. Вот здесь под вот это вязание, чтобы было аккуратненько, вот туда. Вот так. Здесь я делаю закрепочку. Вот так. И теперь вытяну все вот эти ниточки на обратную сторону. Сейчас покажу, как будет выглядеть. Вот все ниточки я вытянула на эту сторону. Теперь их между собой завязываю, закрепляю. Вот, и они останутся в середине. Вот. Точно так же делаем и второе окошко. Вот я пришила с двух сторон. Вот так ровненько получается. Вот, все одинаково. Теперь вяжем полосочки на вот это заднее окошко. Полосочки вот эти нужно будет набрать в 2 ниточки этамином. Значит, набираем 36 воздушных петель и со второй петелечки 35 столбиков без накида. Вот. Набираем. Один, два, три, 4, 5, 6. Продолжаем. 36. И теперь, начиная со второй
петелечки от крючка вяжем 35 столбиков без накида. 1, 2, 3, продолжаем, 34 и 35. Последнюю. Закрепляем ниточку, отрезаем. И вот такая полосочка у нас получается. Вот у меня она как раз от одного края до другого. Таких полосочек вяжем 3 штучки. 3 полосочки готовы. Теперь я делаю так. Нахожу серединку. Вот здесь, например, от внутреннего до внутреннего 10. Вот на 5 сантиметров. На 5 сантиметрах ставим вот так вот иголочку. И то же самое и здесь. Вот внутреннего до внутреннего 13. 13 это у нас 6,5. Вот сюда иголочку. Теперь беру полосочку. Выбирайте, какой стороной вы хотите, чтобы полосочка была прикреплена. Вот. И теперь делаю вот так вот. Серединку этой полосочки я прикрепляю сюда. Вот. И верхнюю часть вот прикрепляю сюда. И вот так вот получается. Теперь заправляю красную ниточку, это мин в иглу, и пришиваю эту полосочку. А затем по сантиметру отступаю точно так же по сторонам, здесь и здесь, и пришиваю еще 2. Думаю, с этим все понятно, поэтому я покажу уже, как будет выглядеть в готовом виде. А вот решила показать, как я прячу ниточки. Вот я сюда прошила до конца рядом почти. Вот эта ниточка. И теперь вот где будет заканчиваться полосочка, я вставляю крючок вот сюда. И вот так вот прячу. Да, кстати, на боковых окошках тоже можно или с помощью иголочки, или с помощью крючка. И то же самое вот эта часть. Вот сюда под вот этот черную обвязку. Вот так вот. Вот так и вот так. И получается ровненько. Вот здесь я пришивала, закрепляла, чтобы была ровненькая полосочка. И все. Теперь заканчиваю здесь пришивать. То есть закреплю вот эти боковые части. Это сюда, серединку сюда тоже. Вот так. И вот эту сторону. Под обвязку.
И вот так вот ровненько. Вот все хорошо пришито. Вот ровненько получается. Здесь ниточку закрепляем. Ну а вот эти ниточки, они все останутся в середине, когда мы будем пришивать окошко. Вот. И таким же образом пришиваем еще 2 полосочки. Напомню, отступаю я по сантиметру. По сантиметру здесь и здесь. И 2 полосочки пришиваем. Вот окошко готово. Пришила полосочки. Так, теперь еще из деталей дополнительных нам остался спойлер. Плюшевой пряжей набираем 31 воздушную петлю и поворотными рядами 11 рядов, то есть со 2 по 12 ряд, вяжем 30 столбиков без накида. Вяжем поворотными рядами. В начале каждого ряда у нас идет петля подъема для ровного края, воздушная петелечка. Ну а заканчиваем ряд поворотом. Итак, вяжем спойлер, вот такую деталь. Потом, когда довязали, ой, крючок сейчас, да, вяжу я крючком номер 4. Вот. Когда довязали, заканчиваем ряд. И теперь нам необходимо его сшить. Я это делаю столбиками без накида. Вот, складываю пополам, прикрепляю ниточку вот сюда, четко в серединку. Эту же плюшевую. Так. Вот так. Здесь подтягиваем. И теперь столбиками без накида я сшиваю эту деталь. Вот, начиная с этой же петелечки. Вот так вот сшиваем, не затягивая полотно. Вот так вот. Один, это 2. Так. Это 3. 4. И 5 угловые. Сюда и сюда. Здесь я делаю по 3 столбика без накида, чтобы образовался угол. Вот. 1. Сюда же 2. И сюда же 3. И продолжаю дальше вязать под косичку ровненько. Вот 1, под следующую 2. Ну и в общем так провязываю. По мере провязывания я сюда добавлю холофайбера. Не очень много, так чтобы он просто держал форму. Итак, провязываем столбиками без накида вот сюда, и здесь ниточку обрезаем и прячем ее. Вот провязываю спойлер холофайбером, наполнен, такой мягенький. Дошла до боковой
части вот этой очередной. Хвостики спрятала вот сюда внутрь. И то же самое. 3 столбика без накида в угловую. 1, 2, 3. И продолжаю дальше. Так. Холофайбер, чтобы не вылазил вот сюда. То есть хорошо подхватываем петелечки. Так. И еще пару столбиков. Один. И еще последний. Так, ниточку закрепляю. Вот здесь подлиннее отрезаю и прячу. Прячу вот сюда внутрь. Вот так вот. Вот так. И вот сюда. Спойлер готов. Теперь у нас готовы для сборки все детали. Вот. Так что будем приступать. Итак, для сборки нам потребуются ниточки этамин, те, которыми мы вязали. Это красная, черная, белая. Нам потребуется иголочка для сшивания деталей. Потребуются глазки и маркеры. Ну и все наши детали. И много холофайбера. Вот, потому что машинка, напомню, большая достаточно. И холофайбера нужно будет много. Так, для начала нам нужны боковушки машины. Вот я их уже приготовила. Если у вас заканчивалась ниточка, вот как у меня есть узелочки, то есть обратите внимание, чтобы они были внутри. То есть вот это узелочек, это у меня будет изнаночная сторона. Вот. А вторая сторона, чтобы была в зеркальном отображении. Все, я смотрю, проверяю. Узелочков нету. Все в порядке. Вот, ну начнем тогда с этой. То есть боковушечку кладем таким образом. Вот, чтобы справа было у нас заднее колесо, а слева капот. Можно, в принципе, пришивать и в готовом виде уже молнии, но по опыту очень неудобно именно возле колеса пришивать. Поэтому сейчас сделаем, чтобы было удобнее.
Вот. Берем наше колесо, вкладываем его вот сюда. Надеюсь, видно. Так, вот как оно будет у нас пришито. Много вот так растягиваем. Выкладываем, вернее, не растягиваем, выкладываем. Там все помещается. И точно так же берем молнию. Я ее вот так вот подтяну и прикладываю. Прикладываю так, чтобы вот эта вот часть, вот эта, была вот здесь, на середине колеса. То есть если его пополам разделить, вот будет на середине. Прикреплю булавочкой. Вот так вот. Вот так. И вот здесь его подтягиваю, молнию. И вот сюда. То есть колесико сейчас уберу. Вот в таком виде. Вот нам нужно пришить. То есть саму молнию мы уже в готовом виде пришьем. А именно вот здесь, возле колеса, это лучше сделать сразу. Так. Беру еще иголочки. Вот так. Вот. И вот так. Теперь заправляю белую ниточку в иглу и пришиваю по краю вот эту часть. Вот заправила в одну ниточку. Так. И пришиваем прямо насквозь. Вот немного я отступаю. Отступаю для того, чтобы потом хорошо захватить вместе с колесом вот эту часть. То есть вот так вот. И теперь под вот эту косичку я пришиваю молнию. Маленькими стежками, аккуратненькими. То есть напомню, это можно сделать и в готовом виде. Я раньше так и делала в готовом виде. Но это, наверное, было одно из самых неудобных мест именно возле колеса. Вот. Ну, в общем, чтобы видео не затягивать, провязываем вот сюда. Да, и еще раз напомню, здесь стежки мы не затягиваем, потому что нам нужно, чтобы вот здесь тянулось, ну, вот это место, чтобы мы потом хорошо могли сюда вшить колесо. То есть я вот так вот натягиваю, чтобы было в таком растянутом виде пошире. И пришиваем.
Ну и в общем таким образом продолжаем. Вот я закончила пришивать. Вот так получается. То есть я пришиваю только там, где колесо. Всю остальную молнию я уже буду пришивать в готовом виде. Итак, я пришила. Закрепочку я не делаю. Я просто оставляю ниточку. Вот здесь я ее оставлю. После того, как мы соберем всю машинку, я просто продолжу пришивать молнию вот этой ниточкой. Вот точно так же пришиваем молнию на второй стороне. Здесь мы посчитаем просто количество рядов. Вот, и отступим такое же расстояние здесь и с этой стороны, и вот с этой стороны. Все то же самое, подтянем молнию и пришьем только там, где колесо. Точно так же пришила вот эту сторону. Вот. Тоже эластично остается. Вот эта часть. Иголочку я убираю, а ниточку оставляю. Теперь нам необходимо присоединить боковушки к основной средней части. Обратите внимание, что там, где узелки, это опять же изнаночная сторона. Я буду прикреплять по лицевой стороне. Вот здесь, где у нас идет широкий край, это капот. То есть здесь будет переднее колесо, и это передняя часть машины, в общем. Поэтому выкладываем сейчас нашу вот эту среднюю часть так, чтобы передняя часть машины у нас была слева, а задняя справа. И будем прикреплять с помощью маркеров вот эти боковушки. Вот так и вот так. Беру маркеры. И здесь главное, чтобы все было равномерно. Сейчас, чтобы вам было видно. Просто машинка большая. Тут, конечно, под камеру не очень помещается. И вот смотрим. Маркеры у нас были. Вот можно присоединить. Это у нас вот туда смотрит молния. Там у нас будет переднее колесо. Прикрепляем с помощью маркера вот так. И вот крыша. Угол крыши прикрепляем сюда. И вот здесь точно так же вот этот узелочек. Это мы прикрепляем вот сюда. Это где выемка под крышу. Вот так. Прикрепили. То есть вот такие вот прямо вот это у нас под колеса. Тут как прямоугольнички. А вот это такая волной. Это крыша. Так, присоединили. И точно так же смотрим. Вот маркер располагался. Не знаю, на камеру видно или не очень. То есть тут вот проводим параллель и присоединяем точно так же. Вот уголочек крыши. Молния смотрит тоже туда. И вот присоединили один. И то же самое вот где узелочек. Сюда. И проводим вот сюда.
присоединили. Дальше складываем вот эту деталь. И нам необходимо присоединить, вот мы доходим до заднего колеса, и нам нужно приложить эту деталь вот так. Вот, то есть смотрите, молния. Надеюсь, будет понятно. Прикладываем вот так, уголок к уголку. Вот, то есть вот будет место для колеса. Вот это будут средние части сходиться. Вот, то есть все должно сходиться. Мы когда вязали с вами, все проверяли, и все хорошо сходилось. Дальше вот это мы прикрепили, прикладываем, ничего не растягивая. Вот, и прикрепляем. То есть вы можете прикреплять в тех местах, в которых вам удобно. Можно это делать сразу, как я, можно постепенно. Вот. То есть это как вам удобно. Я вот, например, сделала и сразу точно так же прикрепляю вот эту вторую часть, чтобы было у нас все ровненько. Так, это у нас вот так должно быть. Вот. Ну, вы когда приложите все, здесь просто не очень хорошо видно у меня, к сожалению. Вот, но вы когда разложите, будете смотреть на детали. Я уверена, что разберетесь, там все будет понятно. Вот, и точно так же смотрю от этого маркера сюда и прикрепляю точно так же. Вот этот маркер немного сдвину. Вот он начинается, идет, идет, идет. Вот сюда. Вот. И вот так вот, в принципе, и получается. Вот. Тут с закрепочкой. Вот так вот. Есть. Дальше прикладываем. Я прикрепляю именно на вот таких торцах. То есть по каждому столбику понятно, что нет необходимости прикреплять. Вот. Итак, здесь просто когда будем сшивать, оно и так, в принципе, будет все понятно. Вот здесь прикреплю на торце. Вот так. И точно так же вот эта часть. Смотрю. Вот будет маркер, к примеру. Вот так. Можно, кстати, если маркера вот таких нету или их не хватает, можете просто нарезать, ну, каких-нибудь, или остатки у вас ниточки остаются, и можно просто их как бы протягивать и, ну, как не узелочек. Ну, в общем, сейчас я покажу. Вот так вот, например, продели здесь, протянули, и вот так вот, к примеру, вот, закрепили. Вот, то есть тоже, в принципе, то же самое будет. Все понятно, все видно.
Вот, и легко потом его вытянуть. Вот так вот. Так, ну если есть маркеры, как бы можно маркерами. Итак, продолжаю. Вот здесь торец. И дальше. Здесь я уже прикрепила. Вот получается вот этот. Вот этот. Вот так. Это чтобы машинка была все пришита равномерно, чтобы ничего не было перекошено. Так, дальше. Вот так вот будем пришивать. Не растягиваем. Еще раз напомню. Просто вот все прикладываем. Вот этот торец. Есть. И с этой стороны вот провожу. Вот так. И смотрю. Вот. Получается уже вот этот он. Вот, можем тоже сверить. Так. Все сходится. Прикрепили. Так, и то же самое теперь вот здесь еще. Так. Вот, прикладываем. Здесь прикладываю. Вот здесь делаю, где углубление. Кстати, я сейчас, хотя счет маркеры у меня есть. Так, еще раз. Дальше. Вот, прикладываем. И вот здесь вот, где углубление, я сделаю. Напомню, вы можете делать, как вам удобно. Можете немножко сделать, прошить. Но я просто делаю до вот сюда, до вот этой крыши, чтобы было понятно все по там задней части машинки, все сходится и вопросов нету. Вот, как бы потом здесь прошью вот эту часть, вторую часть, вот, и уже можно переключаться на переднюю. Так, вот, делаем, где у нас углубление, вот, продолжаем. Это у нас вот сюда будет. Вот так. И вот это вот углубление прикрепляем. Прикрепили. И смотрим, что у нас получается. Здесь вот так, здесь вот так. То есть вот все четко сходится. Это замечательно. Поэтому сейчас заправляю. Вот у нас уже вот так вот вырисовывается машинка. Вот задняя часть. Вот это место для колеса. А вот идет по багажнику.
Вот, поэтому сейчас я заправляю красную ниточку в иглу и буду сшивать. Заправила ниточку в иглу. Продолжать мы будем в следующем видео, так как чтобы это видео не было слишком длинным тоже. Я надеюсь, все понятно. Если остались вопросы, как всегда, пожалуйста, буду рада ответить на них в комментариях. Вот, благодарю всех за просмотр. Надеюсь, у вас все получается. Если что, давайте обратную связь. Если необходимо, разъясню дополнительно. Вот, благодарю всех. Желаю всем хорошего настроения, вдохновения, успехов в делах и до новой встречи. Будем продолжать. Пока-пока.